Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы! Меня зовут Елена Ермина. Сегодня хочу поделиться с вами замечательной идеей. Посмотрите, какая прелестная кофточка, связанная крючком. Данную модель кофточки можно связать из пряжи однотонного либо секционного окрашивания. Выбирайте пряжу любую по составу. Это может быть мягкий, либо мерсеризованный хлопок или, например, микрофибра. Alize Diva батик, либо микрофибра Тулип от Янарт. В описании под этим видео и в первом закрепленном комментарии я оставила вам активные ссылки на недорогую пряжу с бесплатной доставкой, которая идеально подойдет для вязания данной модели блузки. Также вы можете подобрать крючки для вязания. Давайте приступим к вязанию образца узора. Я буду вам показывать, как вяжется узор прямыми и обратными рядами, а как вяжется узор по кругу, вы посмотрите по схеме. Вот здесь указано место соединения начала и окончания вязания. Раппорт узора 3 ряда, 8 петель. Для образца набираем 32 воздушных петли, будем вязать 4 раппорта. Схему вязания я оставила в конце видео, и также переходите по ссылке на мой второй канал, который называется «Вязание от Елены Ерминой». Ссылку на статью оставлю в описании под этим видео и в комментариях. Образец узора я буду вязать из пряжи Alize Diva батик. В одном мотке 100 грамм, 350 метров. Цвет пряжи 3241. Производитель рекомендует вязать крючком номер 1-3. Я выбираю крючок для вязания 2,25. Название крючка Clover Soft Touch. Состав пряжи микрофибра акрил. Значит, вяжем цепочку из 32 воздушных петель. Цепочка набрана, приступаем к вязанию первого ряда. Набираю цепочку 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Отступаю от конца цепочки 4 петли, в основании 5 петли провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, в эту же петлю второй, в эту же петлю третий и четвертый. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. В каждую 8-ю петлю мы вяжем следующий раппорт. Пропускаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раппорт узора у нас состоит из веерочка. Провязываем 4 столбика с одним накидом в одну петлю. Так, второй. В это же место третий. И четвертый. Цепочка 2 воздушные петли. 1, 2. И в эту же 8-ю петлю провязываем еще 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3 и 4. Связали мы с вами один элемент раппорта. Вот такой вот веерочек. Также у нас в основу раппорта входит цепочка, длина цепочки 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Отсчитываем 7 петель. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8-ю петлю вяжем следующий раппорт. То есть в каждую 8-ю петлю провязываем веерочек. Сначала вяжем 4 столбика с одним накидом. С общим основанием они у нас вяжутся. 2 воздушные петли. И в эту же 8-ю петлю провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Получается общее количество столбиков в 8-ю петлю провязывается 8. Заканчиваем вязать раппорт. У нас между веерочками вяжется цепочка, длина цепочки 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Все. В основу раппорта входит веерок и цепочка. Раппорт 4 петли. Значит, от одного веерочка, это первая петля раппорта, до другого веерочка. Вот она, 7-я петля. Вяжем следующий раппорт.
Отступаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель отступила. В 8 петлю вяжем третий раппорт. Давайте свяжем вот этот ряд вместе полностью. 4 столбика с одним накидом, 2 воздушные петли, 1, 2, и в эту же 8 петлю вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Так, все, заканчиваем вязать ряд следующим образом. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. И здесь у нас должно остаться в конце ряда 8 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В 8 петлю провязываем сначала 4 столбика с одним накидом. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем одну воздушную петлю и в это же место провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 3 целых раппорта. 1, 2, 3 веерочка. И 4-й раппорт, он у нас состоит из половинок. То есть, когда мы соединяем начало и окончание ряда, у нас здесь получается 4-й раппорт. Когда будете вязать по кругу, то вот этот столбик, получается здесь 5-й, его вязать не надо, а сразу же соединяете вязание при помощи соединительного столбика. Вот так. Мы будем с вами вязать прямыми и обратными рядами. Так, схемы по соединению ряда смотрите в конце видео. Вяжем второй ряд. Цепочка, 4 воздушные петли. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из одной воздушной петли вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так, приступаем к вязанию первого раппорта. Значит, вершину веерочка поверх цепочки из 2 петель вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. 2 воздушные петли. 1, 2. В это же место провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Цепочка 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, закончили вязать с вами первый раппорт. Приступаем к вязанию второго раппорта. Каждый раз у нас раппорт начинается с веерочка. Провязываем сначала 4 столбика с одним накидом поверх цепочки из 2 воздушных петель. Две воздушные петли. 1, 2. И поверх цепочки вяжем еще раз 4 столбика с одним накидом. Общее количество столбиков 8. Заканчиваем вязать раппорт, провязываем цепочку 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Приступаем к вязанию третьего раппорта. Раппорт начинается с веерочка. Провязываем поверх цепочки 4 столбика с одним накидом.
2 воздушные петли. И в это же место провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Заканчиваем вязать раппорт, вяжем цепочку 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И теперь нам необходимо закончить ряд. Провязываем половину ракушки веерочка. 4 столбика с одним накидом. Там, где у нас цепочка из 4 воздушных петель. Поверх цепочки вяжем, провязали, 1 воздушная петля, и в это же место поверх цепочки вяжем 5 столбик с одним накидом. Все, девочки, связали мы с вами 2 ряда, осталось связать 3 ряд, крайний ряд раппорта. 3 ряд, 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки из 1 воздушной петли провязываем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Там, где у нас связаны цепочки, объединяем эти цепочки вот таким образом. Ввожу крючок снизу под первую цепочку, захватываю рабочую нить, и получается сверху этих цепочек вяжем столбик без накида. Петли все подтягиваем, чтобы не было провисания. Все. Далее вяжем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И начинаем вязать первый раппорт узора. Поверх цепочки из 2 петель провязываем веерочек. 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. В это же место вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Цепочка из 4 воздушных петель. Поверх цепочки, даже цепочек, их здесь 3, мы их объединяем и вяжем столбик без накида. Все, связали с вами один раппорт узора, даже еще чуть-чуть не довязали. Давайте закончим раппорт. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Все, теперь вяжем мы второй раппорт. Поверх цепочки из 2 петель провязываем веерочек, 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли и сверху вяжем 4 столбика с одним накидом. Продолжаем вязать раппорт. Цепочка 4 воздушные петли. Поверх 3 цепочек вяжем столбик без накида. Цепочка 4 воздушные петли. Все, связали второй раппорт, вяжем третий. Поверх цепочки из 2 петель провязываем веерок, 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. Поверх цепочки 4 столбика с одним накидом.
так у нас получается. Цепочка 4 воздушные петли. Поверх 3 цепочек вот их мы их объединяем вместе за счет столбика без накида. Провязали его сверху. Он у нас подвижный получается. Далее цепочка из 4 воздушных петель. Находим 4 петли подъема и сверху вот этой цепочки заканчиваем ряд. Сначала провязываем 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И сверху цепочки вяжем 5 столбик с одним накидом. Все. Связали с вами один раппорт узора. Раппорт узора состоит из 3 рядов. Ширина раппорта 8 петель. Получается, вот у нас вот этот элемент, это основа раппорта, такой вот треугольник. Давайте вместе свяжем, перейдем к началу вязания второго раппорта. Я вам покажу, как вяжется 4 ряд. 4 ряд буду вязать точно так же, как вязала первый. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваю вязание на другую сторону. Поверх цепочки 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Цепочка 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Там, где у нас веерочек, вершину веерочка, поверх цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. 1, 2. В это же место провязываем еще 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий, четвертый. Заканчиваем вязать раппорт, провязываем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Все. Связали раппорт, приступаем к вязанию следующего. Поверх веерочка вершину провязываем 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И сверху цепочки вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Так, первый, второй, третий, четвертый. 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Все, довязали раппорт. Приступаем к вязанию третьего раппорта. Поверх цепочки веерочек. Сначала провязываем 4 столбика с одним накидом. Две воздушные петли. И в это же место вяжем еще 4 столбика с одним накидом. Заканчиваем вязать раппорт, провязываем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Находим цепочку из 4 петель. Поверх цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петля. И в это же место вяжем еще 1 столбик с одним накидом. 5. Все, связали мы с вами 4 ряда. Это
4-й ряд, 1-й ряд 2-го раппорта. Я его вязала точно так же, как 1-й ряд. Для того, чтобы продолжить вязать узор, перемотайте, пожалуйста, видео на начало вязания 2-го ряда и вяжите вместе со мной, повторяя со 2 по 4 ряд включительно. То есть раппорт у нас узора повторяется 2, 3, 4 ряды. Давайте рассмотрим образец с обеих сторон. Одна сторона узора и вторая сторона узора. Кофточку, которую я вам предложила вязать, она вяжется по кругу, и у вас будет узор смотреться гораздо интереснее. Также хочу обратить ваше внимание на то, что ажур, он чрезмерный. Получается, здесь, видите, какие большие расстояния между элементами. Конечно же, данную кофточку необходимо носить поверх майки на узких бретелях, либо топ. В общем, что-то надевать под низ, для того, чтобы красиво и эстетично смотрелось. Из пряжи секционного окрашивания будет смотреться очень хорошо. Здесь у меня фрагмент узора небольшой по размеру, и секции получаются короткие. То есть очень часто идет смена цвета. Когда вы будете вязать длинные секции, то у вас вот этот переход от одного цвета к другому будет распределяться гораздо мягче. Все схемы вязания вы найдете в конце видео, также на моем 2-м канале, который находится на платформе Яндекс.Дзен. Ссылки на канал я и на статью оставила. Проходите в описании под видео, и также в 1-м комментарии все есть. Немножко хочу рассказать о пряже Alize Diva. Посмотрите, то есть мне приходилось в процессе вязания все время делать стоп-кадр, так как в процессе вязания пряжи, видите, она спуталась, и мне приходилось разматывать по чуть-чуть для того, чтобы довязать узор. Лучше, конечно же, сразу, когда будете вязать, перемотать моток вручную, сделать из производственной намотки, смотайте клубочек, так будет проще вязать. И в процессе вязания вот этот смотанный клубок положите в какую-нибудь емкость, чтобы пряжа, она вот так вот не разматывалась. Конечно же, крючком эта пряжа вяжется гораздо лучше, чем спицами. Вот я вязала несколько работ спицами, и вот если металлические спицы, пряжа все время норовит петельки спуститься, сброситься со спиц. Крючком, конечно, вязать проще и интересней, но если будете вязать спицами из пряжи Alize Diva, либо Alize Diva Batik, выбирайте спицы либо из бамбука, либо из березы. В общем, любые деревянные спицы, и процесс вязания будет гораздо у вас происходить комфортней, и петли не будут спрыгивать. Легких вам петелек и творческого вдохновения. А я с вами не прощаюсь. Увидимся с вами завтра на очередном мастер-классе. Спасибо, что досмотрели видео до конца и вяжите вместе со мной. С вами была Елена Эрмина. Всем пока-пока. До новых встреч.